День начинался так же, как и сотни до него. Хэнк Миллер, обветренный временем фермер, проснулся до рассвета, проверил скот, залатал дыру в крыше сарая и отправился чинить старый трактор, который все чаще напоминал ему себя скрипящий, упрямый, но еще держался. Он жил один, далеко от шоссе, в старом доме с облупленной краской, окруженном полями, которые давно уже не приносили прибыли. В городе про таких, как он, давно забыли. Или предпочитали не вспоминать. Когда он услышал визг шин где-то неподалеку, подумал сначала, что показалось. Но спустя несколько минут у его ворот появилась машина дорогая, блестящая, совсем не вписывающаяся в здешние пейзажи. Из нее вышла девушка. Молодая, в тонком пальто, в дорогих ботинках, с безнадежным выражением на лице. Видно было, что она здесь случайно как птица, сбившаяся с курса. Машина заглохла, телефон не ловил, и только один человек в радиусе миль мог ей помочь. Хэнк не задавал вопросов. Он просто вытер руки от масла, достал старый ящик с инструментами и принялся за дело. Время будто замерло, пока он копался под капотом. Девушка стояла в стороне, переминаясь с ноги на ногу, то глядя на него, то оглядывая бескрайнее поле. Было видно ей здесь не по себе. Это место казалось чужим, как будто вырезанным из другого времени. Он починил машину быстро, не потому что хотел впечатлить, а потому что знал свое дело. Девушка поблагодарила его взглядом, села за руль, и уже через пару минут пыль от колес исчезла за горизонтом. А через 2 дня к дому Хэнка подъехал другой автомобиль. Черный, с тонированными стеклами. Из него вышел человек в строгом костюме и вручил фермеру письмо. Там было короткое сообщение и номер. А внизу подпись «Рэйчел Уинстон, дочь владельца Уинстон Моторс Корпорейшн, одной из крупнейших автомобильных компаний страны». Хэнк долго смотрел на бумагу, потом перевел взгляд на свои потрескавшиеся ладони и, впервые за долгое время, чуть усмехнулся. Он не знал, кто она такая, когда чинил ее машину. И это, наверное, было к лучшему, потому что поступил бы все равно точно так же. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.